очень сильный ветер и течение отбойное. Власти купаться запретили. Волны здесь очень большие, и в воде все сидят буквально на берегу. Просто нереальная красота! Заход в воду, сразу идет глубина. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of fears. И я уже начинаю немножко волноваться, потому что через 1,5 часа нам нужно быть на лайнере, иначе мы останемся здесь на Кефалонии. На лодку набили 20 человек, и буквально по озеру мы самому проплываем 20 минут. Куда ты ногу нас? Ты что? 6 часов утра, на палубе идеальная тишина и красота. Алиса уже не спит, и скоро идем завтракать. Всем доброе утро, и мы сейчас в итальянском порту, большом портовом городе Бари. Город знаменит тем, что здесь находится базилика Святого Николая с его мощами. И многие паломники со всего мира едут из-за этого именно сюда. Также здесь очень большое количество достопримечательностей исторических, храмов, церквей. Небольшие хорошие пляжи за городом. Но мы начнем осмотр города именно со Святого Николая. От порта до базилики идти 800 метров. Старый город тут рядом находится. Старый город Векья, он совсем рядышком, там же, где и базилика. Для меня все итальянские города очень похожи между собой, особенно центр города. Эти узкие улочки, домики вот в таком вот стиле, цветочки на окнах и шумные итальянцы. Сегодня мы вышли с круизного лайнера одними из первых, и город еще только просыпается, итальянцы любят поспать подольше, и мы узкими улочками поднимаемся в Векью, в старый город. В базилику идем все вместе. После базилики хотим сесть на автобус номер 12 и подъехать на самый лучший пляж Бари, Пани Помодоро. Ну а потом мама уже с Алисой вернется на лайнер. Крутились на маленькой площади и не могли найти вот этот проход. Ну что, его можно увидеть? Проходите туда, я за вами иду. Как его можно найти, скажи? Вот такая арочка. И 100 метров, и мы выходим к базилике. Святой Николай – покровитель города Бари. И на множестве домов есть его лик и изображение. Мы сейчас подошли к базилике Святого Николая, и плюсы раннего утра – то, что еще нет туристов на этой площади. Каждый год в Бари съезжаются тысячи паломников. Многие получают помощь в исцелении от Святого Николая. Город Бари гордится, что имеет такую святыню. Теперь переворачивай. Ставь. Святой Николай родился, служил и был похоронен в Ликии, в Турции. Мы были в его храме множество раз, и вы могли видеть это в наших видео. Примерно в 300 году Николай стал епископом Миры. Сейчас это турецкий город Демре. В 2009 году ученые, пользуясь рентгеновскими снимками и остатками мощей, смогли реконструировать при помощи современных технологий внешность святого Николая. Он был невысокого роста, 167 сантиметров, имел смуглую кожу, карие глаза, бороду и орлиный нос. Мощи святого Николая Чудотворца появились в Бари в 1087 году, когда итальянские моряки украли их из древних турецких мир ликийских. Хотя итальянцы, конечно, предпочитают думать, что они эти мощи спасли. Когда корабль с мощами причалил к берегу Бари, их погрузили на повозку с впряженными быками и повезли в собор, но быки остановились рядом с берегом и отказались идти дальше.
Именно на этом месте и была заложена базилика Святого Николая, вход в которую охраняет статуи тех самых быков. В капелле святых мощей справа от входа хранятся и другие святыни. Ковчег, в котором перевозили мощи Святого Николая, тернии из венца Иисуса Христа и даже частицы креста Господня. Все колонны в храме разные, и рисунок барельефа не повторяется ни на одной колонне. Вот сейчас я вам это покажу. Здесь есть колонна, огражденная решеткой. Так сделали, потому что посетители стали выковыривать кусочки от нее. А делали они это потому, что колонна чудодейственная, и по поверью, если прикоснуться к ней, то женщина, которая не имела детей очень долго, она сразу беременеет, а девушки незамужние выходят замуж. До середины прошлого века все стены базилики были украшены фресками, но при реставрации в 50-х годах оставили только некоторые фрагменты фресок, решив вернуть храму его первозданный вид. Все, побывали мы в базилике. Сейчас будем искать остановку автобуса и ехать на пляж Помодоро. Маленький лайфхак: если хотите побыть в храме в тишине, полной, то приходите рано утром, пока туристы и местные жители еще спят. Что мы сегодня сделали и чему несказанно рады. Мы были одни. Алиса уезжает к папе в Одессу на самокате. Когда мы выходим из базилики, поворачиваем направо, обходим ее с этой стороны, дальше будет такая улочка, там солнце, но сейчас я ее постараюсь показать, и арка, и вы увидите море. И вот с этой стороны поворачивайте налево через эту арку, там автобусная остановка, с которой можно доехать на пляж Помодоро. Идем. Остановка находится вон там. Едем в автобусе, напутали что-то. Автобус А, но сказали, другой здесь не останавливается. И 1,5 евро стоимость, нам нужно будет где-то выйти, нам водитель подскажет, и пересесть на другой автобус. Вышли вот здесь, водитель нам подсказал, и пересаживаемся на другой автобус, тоже А. И едем уже в сторону Помодоро-Бич. Сейчас покажем вам пляж. Это как у нас Аркадия, наверное, или как наш Лонжерон. 10-я станция Фонтана. Мне этот пляж больше всего напоминает 10-ю станцию Фонтана в Одессе, потому что мы в детстве всегда туда ходили купаться. Там было просто негде приткнуться. Тоже было миллион зонтиков, радужек и все. Просто какой-то трэш для меня, а не пляж. Более ужасного пляжа, чем в баре, вот сейчас я давно не встречала. Здесь есть мелководье и небольшая песчаная коса. И можно дойти вон туда, аж до тех камней. Но с Алисой без жилета мне тяжко. Может, ты оставишь ее потом к бабушке, и мы вдвоем туда сходим? Куда ее оставлю? Нет. Адское количество народу! А мы с мамой идем вот на те камни. Там, кстати, очень прикольная вещь, тут не глубоко. И туда прям шезлонгами с телефонами вот так переходят. И с зонтиком и со стулом. Ага. Вон там сидят люди с зонтиками. Это те, кто не ленивые и кому вот это вот не лень тянуть свое барахло. Мама уже наша хочет вернуться на лайнер. А мы не знаем, Алиса с нами останется или Алису мы отправим тоже, потому что она устает. Устает с нами ходить по городу. Да я перехожу.
дошли до этих камней. И здесь получается вот такая мелкая лагуна. И мы пришли вон с того основного пляжа, который битком набит. И вон там где-то, сейчас покажу, вон там, в том куске, в том участке, мама моя осталась и Алиса ждать. Водичка, конечно, обалденно теплая. И в принципе это место хорошо для семей с детками, с маленькими. Потому что заход в воду вообще меленький-меленький. Волна. А я хочу пойти вот туда, вот, в проем между камней, там, где большие волны. Идем? Здесь глубина получше уже. О, а вот здесь вот прям очень хорошая. Иди сюда. Я буду здесь. Понятно, что в разгар сезона в больших итальянских городах на пляжах будет вот так вот битком. Если вы хотите уединения, то, наверное, нужно уезжать куда-нибудь за город, в какие-то поселки, и искать безлюдные пляжи там. Мы перешли лагуну, будем уже обсыхать и идти в старый город. Если встать лицом к Помодоро-Бич и пойти вот сюда налево, там будет порт круизный и старый город Векья. Набережная Бари очень длинная, ее протяженность 42 километра, и пройти ее пешком просто нереально. Поэтому сейчас мы с вами пройдем небольшую часть набережной, посмотрим еще раз на море и будем потихонечку смещаться в старый город. Кстати, вот едет 12-й автобус, который идет прямиком на пляж. От пляжа мы добежали очень быстро, где-то за 20 или 25 минут. И вот мы уже в Векье, в старом городе. Здесь хоть тень какая-то есть, и узкие улочки начинаются. Бари называют вратами Италии. Сегодня это крупный порт на побережье Адриатического моря. Город может похвастаться тем, что сохранил древнее расположение улиц, множество исторических зданий и памятников архитектуры. Мы вышли к театру Маргарита. Он был построен в 1914 году прямо на воде, на сваях. Этим уникально это здание. А на сваях его построили, потому что семья Петруцелли, владельцы театра, построенного чуть ранее, заключили с властями договор о невозможности строительства других театров на муниципальной земле. Mi dipingevo le mani, la faccia di blu. Poi all'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare. Nel cielo infinito. Volare. Oh, cantare. E volavo felice in alto del sole. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare,
А мы с вами отправляемся дальше гулять по баре. Мы с Таей поняли, что мы проголодались и хотим пообедать. За что я люблю Италию, что везде по городу в жару есть фонтанчики и можно хоть чуть-чуть умыться. Ой. Невыносимая жара. Мы ищем ресторанчик. Такими улочками еще можно бродить тенистыми. Потому что на солнце вообще невозможно сейчас находиться в дневное время. В каждой квартире лепят макарошки. Центр города, и вот так вот сушат белье. Паста ручной работы. Макарошки ручной работы по 2,50 евро. Получается одна порция вот в такой вот упаковочке. Мы с Таей ходим и не можем найти место. Все столики заняты и нужно резервировать заранее в старом городе. Бари, конечно, красивый город, мне очень здесь нравится, но мы уже оголодали, очень хотим есть. Тая устала и не идет, не можем ресторан найти. Ну давай еще последний пройдем, 200 метров до него. Давай? Давай, вставай. Здесь можно выбрать и при вас приготовят. Мы увидели морепродукты, глаза загорелись, уселись за столик свободные, такие довольные, что сейчас наконец-то поедим. И тут подходит официант и говорит: все столики нужно резервировать заранее, минимум за неделю в нашем ресторане, поэтому, к сожалению, посадить и покормить я вас не могу. Мы говорим: спасибо, до свидания, пошли мы гулять дальше. Короче, это такой уличный сифуд, морепродукты, как Макдональдс. Сесть негде, столиков нет. И единственный вариант купить что-то такое и сесть прямо здесь, на скамейке. Все эти люди хотят сесть и занять столик здесь.
Мы уже поняли, что стоять не будем, и сэндвич с октопусом мы не поедим. Если вы захотите где-нибудь здесь поесть, то это будет достаточно трудно, так как тут миллион кафешек, но в них миллион людей, и почти всегда там резервированные столики, то есть полупустая кафешка, ты заходишь, уже садишься, тебе говорят, что он резервирован, и типа сегодня нет мест. И вот мы так обошли уже около 10 кафешек и ничего не нашли. Мы И ищем вот я вам предлагаю Макдональдс. Не-не-не, мы ищем ресторанчик с морепродуктами, и все занято повсюду. И вот последняя надежда присесть где-нибудь вот здесь. Ура! Мы с Таей нашли место, наконец-то. Сок такой, полстаканчика, 2,5 евро. Я не посмотрела его вместимость. 200 миллилитров. Ну, капец. Я дождалась еду, мы такие голодные. Мой любимый жареный осьминог и руккола. Я обожаю салаты. Тая заказала пасту с морепродуктами. Пока я маме сейчас половину отдам. Да, и что-то из этого она тут не ест. Сейчас начнет выбирать. Осьминога мне, да? Это был один из самых вкусных осьминогов, которые я ела в своей жизни. Просто вкуснее не пробовала. Тая уже начинает мне тут подкидывать на тарелочку какие-то морепродукты, которые она не употребляет. Мы обедали вот здесь, вот в этом заведении. И здесь еще вот памятник какой-то. И сейчас выходим к театру Маргарита. Вот его видно. И выходим на набережную. Крепостная стена очень-очень длинная. И есть очень много арочных входов внутрь в старый город. Со стороны порта, со стороны набережной. Жарко. Мы вернулись на наш круизный лайнер. Алиса с бабушкой нас уже заждались. Буквально через час мы будем выходить из порта Бари. И мне не нравится, что-то у Алисы начал живот побаливать. Надеюсь, что все обойдется. Сейчас собираемся с ней на мастер-шеф детский. Siete stanchi? Sicuri? Sure? Ok, so chef, how are you? ¿Cómo estás? ¿Tutto bene? Tutto bene. What's your name? ¿Cómo te chiami? ¿Cómo te llamas? Ambra. Конкурс командный. Тая помогает Алисе. Они делают какое-то яблоко с какими-то сладостями. В общем, что-то такое на скорость. Какая команда сделает первая, та команда и выиграет. Wow! Che bello! Gli zuccherini colorati! Forza! Metti quello sopra di questo. Алиса, не смей. Не разрешаю есть, нельзя. 3, 2, 1, hands up! Дело идет к вечеру, сейчас мы идем ужинать. За Алисой пока наблюдаю, непонятно. Надеюсь, что она не заболеет и как-то все обойдется. Мы сегодня первый раз за всю неделю круиза пришли наконец-то ужинать в ресторан Ла Каравелла. У нас с Алисой этого не получалось. И вот заказали коктейли из морепродуктов. Ты мне мидию отдаешь, да? Соус вкусный. Суп из лобстера. Супчик был очень вкусный, но такое ощущение, что лобстера в нем просто помыли, потому что в этом супе от лобстера есть только запах, а самого лобстера нет вообще. Наш тихий семейный ужин не предвещал ничего плохого, и мы сейчас готовимся пойти еще в театр посмотреть шоу и не знаем, что нас ждет ночью. Холодное, большими ложками не ешь, слышишь? C'est si bon, t'es parti nos partout, près des chutes, elles sont en essence, c'est si bon, des idées de mon doux, t'es parti de tout.
У Алисы начала подниматься температура. Сначала было 38 с чем-то, я дала жаропонижающее, и становилось все хуже. Потом она вырвала, вся каюта в рыгачках. В общем, стюард пришел бедный, убирал это все. Я позвонила судовому врачу. Судовой врач зарядил 200 евро за прием. Я сказала спасибо, до свидания. Я и без вас уже понимаю, что это ротавирус. Только я этот диагноз установила бесплатно и сама также буду лечить ее. Те же таблетки, в принципе, буду давать. Вот такие дела. Сейчас уже 4 часа утра. Температуру сбиваем, растерли уксусом, жаропонижающее дала. Сижу, все, я зомби, разговаривать не могу. Ну, в общем, все ужасно. Надеюсь, что завтра как-то к утру уже будет легче.